How your brains falls in love. Канал Дон Маслар. TEDx Бока Рейтон. TEDx Talks. Слушаем. How does your brain fall in love? Is it something magical that happens to your brain? Or is there something... Мозг не влюбляется. Влюбляется человек, а не мозг. Я ни разу не видел влюбленный мозг. Я ни разу не слышал, чтобы мозг сказал: «Я люблю тебя». Или «Я чувствую себя влюбленным». Влюбляется человек, а не мозг. Biological that happens to your brain that causes us to fall in love. That was my question. This is what we know about love. We know that certain neurotransmitters increase. Окей. Число одних нейротрансмиттеров возникает, а число других снижается. Охуенно. А откуда мы знаем, что человек в это время влюблен? Как мы вообще определяем, влюблен человек или нет? Очень часто сами люди не знают до конца, влюблены они или нет. Более того, не во всех культурах есть понятие любви в принципе. Когда она говорит, что в случае влюбленности или в случае любви число одних нейротрансмиттеров возрастает, а число других снижается, как она определяет, что рассматриваемый случай — это именно случай любви? Где критерий? Если мы зададимся этим вопросом, мы поймем, что вот эта хуйня не относится к проблеме. In some drop. Your cortisol level, the stress hormone, increases, causing you to feel nervous, while your oxytocin level increases, causing you to feel amorous. Докажи, что это именно чувство влюбленности. Я повторюсь, не во всех культурах существует понятие любви, в принципе. Как, если у представителей этих культур окситоцин повышается, что происходит с человеком, представителем этой культуры? Другой пример. Человек не уверен, влюблен он или нет. У него повысился окситоцин или нет. A woman's testosterone... Опять же, вот хорошо, любви, про какую любовь речь? Про любовь к матери к ребенку, про любовь к родине, про любовь значит, романтическую любовь, которая возникла недавно вообще как концепция, да, концепция романтической любви, она очень недавно. Или что, любовь к пончикам? Опять же, вот в английском нету развлечения любви и влюбленности, а в русском оно есть. И это иногда понимается как два разных состояния. Goes up, causing her to be more aggressive, while a man's drops, causing him to be more passive. And in both, their serotonin level drops, causing them to be a little more obsessed. And although we know what happens, we don't know how you get there. There are certain chemical processes that... Мы не знаем ничего, во-первых, мы много знаем о самих процессах, но наше знание, оно не научное, оно лингвистическое. Мы знаем, как эти слова употребляются, но при этом Рэндалл МакМёрфи, окей, тогда как по-английски полюбить? Вот в русском есть разница в русском языке начать испытывать, ощущать чувство влюбленности и любить. Это два разных состояния зачастую. Не, я могу ошибаться, я признаю, что я могу ошибаться, но приведи мне вот в английском аналог как бы
Вот различие между быть влюбленным и любить. Ну, мне кажется, тут ближайший аналог это like и love. Можно вот так мне возразить. Окей, хорошо, тогда в английском тоже есть. Вот эти штуки не могут быть причиной любви. Потому что вот эти штуки, эти процессы, они могут происходить в теле любого человека. Ну, кроме там людей с нарушенными какими-то любого здорового человека, короче. Но не все люди вообще знают, что такое любовь. Не во всех культурах это есть. Happen, including the tipping point where you have an increase in all. Какой энергии? Ну хотя она ничего не говорила про энергию, это субтитры. So a enzymatic reaction where you have a subsequent decrease. Either of these would fit nice. Ты не понял, Рэндалл МакМёрфи, не влюбиться, а быть влюбленным. Но вот Эксон Вальдес приводит be enamored of, быть влюбленным. Ну окей, хорошо, тогда в английском тоже есть. Into that missing section. So I was pondering this, and I just happened to be on vacation. I was visiting my family, and I have a cousin who is a PhD in biochemistry. Плюс чат, чтоб я ускорил. Ну, вопрос к Алисан. So I decided to use the opportunity to pick his brain. I told him what we knew about, or what. Ну, извини, Георг Кёник, я не могу каждое сообщение в чате не игнорить, но сейчас вот не могу каждое сообщение в чате, точнее, читать. Ну, проблема в том, что она не говорит здесь о сексуальном влечении, она о любви говорит. Если о сексуальном влечении, то ок. Но видео называется не так, и она говорит не... Ну, по факту она говорит не о сексуальном влечении. То есть она другое слово использует для этого. Love, and I said certain neurotransmitters go up, certain ones go down. I think it may be biochemical. I looked at him and he gave the expression of plausible. I said some may have a tipping point reaction. He said plausible, or looked plausible. And then I said others may be enzymatic with a subsequent decrease. Again, he gave me the facial expression of plausible. He's not a big talker, so I thought this was going really well. But before I could formulate my next question, my then 95-year-old grandmother spoke up, and she said, "You youngsters don't know anything about love." And I was shocked, and I said, "Yeah, I know, that's why we're talking about this." She said, "Your problem is you young girls jump into bed too quick. You fall in love, but a boy doesn't fall in love that way." And I kind of looked at her, and I said, "Okay, let's talk a little bit more. How does a boy fall in love?" And she said, "Back in my day, a girl knew if she wanted a..." Wise man said, only fool. Boy fall in love with him, she couldn't sleep with him right away. Now, I had heard that stuff before. There was things like the 3-date rule. There's the 90-day rule from Steve Harvey's book, Act Like a Lady, Think Like a Man. But I always thought those were anecdotal. I didn't think there was any science behind it. Не, ну это как бы советы. Это не исследование феномена, это нормативные советы, они не дескриптивные. So I looked over at my cousin. His face no longer said plausible. But I decided to continue with my grandmother because the date, the question was the date. I said, "How long do you need to wait before you have sex?" She says, "You wait until you have sex until he falls in love." Okay, well, Granny, how do I know when he falls in love? She says, "Oh, that's easy. You know he's in love when he commits." I looked over at my cousin and I was like, "What do you think?" Ну да, в нашей культуре любовь связана с обязательствами. Когда мы говорим «я тебя люблю», это подразумевает, как правило, некоторые обязательства. Это «я тебя люблю» фраза, это некоторое обещание. Она содержит в себе там, обещание на определенные вещи и обещание, обещание делать определенные вещи, обещание не делать определенные вещи. Ну и да, Ватермелон Джонс. Что такое любовь? Это вопрос лингвистики и культурологии во многом.
а не... Ну, в первую очередь, это вопрос лингвистики и культурологии, и потом уже биохимии. Потому что, повторюсь, не во всех языках есть такое слово, как любовь, и не во всех культурах есть такое слово, как любовь. И поэтому для того, чтобы понять, что мы вообще исследуем, какой феномен мы исследуем, мы сначала должны исследовать это на языковом и культурном уровне. И потом уже, возможно, прибегать к исследованиям биохимического характера. Granny, it's time to go home. I realized he was not buying any of this, and my research had to continue on it another day. I returned home and I hit the research library. The problem is there's not a lot of research out on how humans fall in love, primarily because of the way we do research. Imagine a guy saying, "Oh, I love you," he falls in love, and a researcher walking up saying, "Congratulations, can I inject this into your brain to see if it has an effect?" You're not going to get many volunteers. So we had to rely on the next best thing, animals. Ну, например, да, ей стоило дать определение, да. Studies. But what animals fall in love? Well, we know when humans fall in love, they show exclusiveness to one person. So they started В некоторых культурах да, в некоторых нет. looking at other creatures that had Не во всех культурах. Даже в нашей культуре не для всех любовь обязательно моногамна. Существует полиамория. Для полиамора фраза «я тебя люблю» не означает исключительности. made it exclusively. And they ended up settling on these guys, the monogamous prairie vole. When a prairie vole finds a mate that they're interested in, they will basically mate for life. So they started looking at the neurotransmitters to see what was going on. And what they discovered was one of the first things that increases is dopamine. С чего вы взяли, что эти мыши испытывают любовь? На каком основании им приписывается чувство любви? На основании того, что у них половой партнер... Привет, Глеб Оленев. Потому что у них половой партнер постоянно. Вообще-то человек тоже может быть постоянный половой партнер. Ну, то есть, к примеру, там в христианской культуре долгое время считалось, что ну, вот, брак заключенный, да, там, освященный церковью, это вот на всю жизнь. То есть вы с человеком, вы вступаете в половые отношения на всю жизнь. Или практически на всю жизнь, да? Но при этом это вообще ничего не говорит о влюбленности. Это ничего не, вернее, это ничего не говорит о любви. Да, потому что ну, брак, он не обязательно означает любовь. Можно всю жизнь иметь одного полового партнера и не любить его при этом. На основании чего мышам приписывается любовь. Привязанность это не любовь, Лисан. Привязанность это не любовь. Не, сейчас она про любовь, кстати, говорит. Но любовь это не обязательно. Я могу быть привязан к кому-то, но не любить его при этом. Минута видео стоит 10 рублей, если по одинарной цене. Block the dopamine, they would lose that loving feeling. So they thought, oh, dopamine. But they knew there was a problem. Dopamine couldn't be with human romantic love because dopamine goes up with a lot of things. It goes up with gambling, chocolate, playing Candy Crush. So it couldn't possibly be dopamine. So they said, well, we know there's another one that's involved in bonding. It's called oxytocin. And oxytocin goes up with mothers and... Кстати, про окситоцин, по-моему, это вообще опровергнутая херня, что там окситоцин с чем-то связан. Во всяком случае, есть исследования, которые опровергают вот это. Children, that causes them to bond. So they said, let's take a look at that. So they looked at that. They found that when a female finds a male she's interested in, her oxytocin goes up by 51. Заинтересован в каком смысле? Заинтересованным можно быть по-разному. Любовь не равна заинтересованности. Можно быть заинтересованным, не будучи влюблен, не любя человека. 1%. And then if they block it, she loses that loving feeling. Как верифицировать то, что он теряет чувство любви? Как это верифицируется? So they said, it must be dopamine and это предполагает, что человек всегда точно знает, любит он или нет, но это нифига не так. Очень частые ситуации, когда нам нужно, мы говорим, там, мне нужно разобраться в своих чувствах, когда мы не уверены, например, любим мы или нет, когда мы не можем сформулировать свои чувства к человеку.
А тут, вот чувство любви возникло, чувство любви ушло. Как будто это вот самопрозрачный, самоочевидный процесс. Oxytocin. But there was a problem. It can't be oxytocin for a man because of testosterone. Testosterone blocks the effects of oxytocin. So they said, oh, it's got to be something different. They looked at another one that had a similar... Проблема не в том, какой гормон на это влияет. Проблема в том, что вы исследуете. То, что вы исследуете, непонятно что, потому что у вас нет удовлетворительного критерия тождества для явления, которое вы исследуете. Нет удовлетворительного критерия того, что является любовью, а что не является любовью. Нет удовлетворительного критерия для определения того, любит человек в данный момент или не любит. Этого сам человек может не знать. Formula to oxytocin, and that is vasopressin. So they did the study again. Я понимаю, что это как бы это офигительно умные ученые, британские или американские, которых на TEDx зовут, но они не понимают, как бы, что, не понимают, что, как бы, существуют там проблемы не эмпирического характера, а концептуальные проблемы, типа семантические проблемы. И как бы, вопрос в том, определить, какой гормон на что влияет. They injected the voles with, or the vole would meet, they'd have the vasopressin, they inject an antagonist, a chemical block to the vasopressin, he would lose that loving feeling. So they said, oh, then it's got to be dopamine and vasopressin for males, and possibly some testosterone, because we know that it goes up with that. So they said, perfect. What does that mean for us? Is this applicable? To find that out, I wrote to one of the head of the studies at Florida State University. And I asked, is the whole study applicable to humans? Вот у меня такой вопрос. Если человек живет на необитаемом острове или на космической станции один, и он себе каким-то образом, или ему там кто-то, робот, программа, вкалывает вот эти все гормоны, они у него повышаются. У него что, чувство любви возникает? А вопрос, кому? Кого он начинает любить? То есть любовь, это, если что, это отношение, да? Любовь интенциональна, она направлена на кого-то. Или на что-то, но, как правило, на кого-то. То есть любовь, вот в смысле романтической любви, у нее есть объект в виде другого человека. Вопрос. Если человеку, который живет один, у которого нету рядом людей никаких, и вообще нет людей, да, у него повысить этот уровень этих гормонов, кого он начнет любить? Возникнет ли у него чувство влюбленности? У него не было бывшей Рэндалл МакМёрфи. К примеру, да, вот в моем примере у него не было бывшей никогда. Хорошо, другой пример. Это ребенок Маугли. Это ребенок Маугли, вот, который никого не помнит, который один вырос на этой станции. Один. И у него повышается уровень этих гормонов. Кого он начнет любить? Вообще в каких условиях ребенок Маугли кого-то начнет любить? Может ли он, в принципе, любить? Response is a little embarrassing. He wrote back, of course, Dawn. Explanation point. The explanation point is his. I didn't want to write back for further clarification. That was a little embarrassing, so I didn't have to. Fortunately for me, Tiffany Love from the University of Michigan came out publicly, and she said that she believed that the Vole studies in human love, romantic love, were the similar. So great. Now, what does that mean? Well, if we look back at the mechanism, we can see that for females, that would mean dopamine increases and oxytocin increases. Well, dopamine increases when we're dating, when we're going to win, we're excited, we're going to win the grand prize of love. So as long as you're dating and you're happy and you're dating, your dopamine's going up. Встречаемся это равно любви? Типа встречаться это равно любви. То есть нельзя любить человека, но не встречаться с ним при этом. Это невозможная ситуация. Невозможно встречаться с человеком, если ты его не любишь. Это тоже невозможно, да, согласно этой женщине? Oxytocin goes up. It's called the cuddle hormone or the trust hormone. So when you're kissing, cuddling, having a good time, the oxytocin is increasing. And as you're dating a man and you're learning to trust him... То есть целоваться мы можем только с человеком, которого мы любим. И поцелуи ведут к тому... Мы поцеловались с человеком и полюбили его. Your oxytocin increase. But there's a catch. Oxytocin slowly builds up that way, but it skyrockets at orgasm.
Да, оргазм, он равен чувству влюбленности. То есть, как бы, ну, типа, если мы испытываем оргазм, то мы любим. Обязательно. И наоборот. И наоборот. Как бы, да, это одно и то же. То есть, если как бы ты занимаешься сексом с проституткой и там кончаешь во время него, то ты на нее любишь. Ну, у тебя окситоцин повысился, оргазм же ты испытал. Непонятно только, ты, почему ты потом... Да, как бы сам себя любишь. При мастурбации тоже ты кого-то любишь, видимо. In other words, my grandmother might have been onto something. Remember what she said? You girls jump into bed too quick. You fall in love. It was starting to look like the science was panning out from what my grandmother said. So I looked at the other part. How does a man fall in love? Well, if we look at it... Наука, короче, доказала, что любовь как-то связана с сексом. Конечно, до ученых, до биохимиков мы не могли о таком подумать, мы не могли себе такое представить, мы как бы в шоке. Представляете, оказывается, любовь связана как-то с сексом. Dopamine, of course, if he has a good time, his dopamine's going up, but how does his vasopressin go up? Vasopressin goes up when a man is sexually stimulated. So if he's dating a woman he's sexually interested in, the vasopressin increases. But here's the catch. Unlike oxytocin, the vasopressin drops when he has sex. So how important is that? Well, I looked into it further. Florida State University ran a study, and they said it's not just the neurotransmitters that are important. You have to have the receptors. And how do you get the receptors? You get the receptors with the presence of the neurotransmitters. The neurotransmitters tell your body to build the receptors. So you have to have the neurotransmitters high enough to build the receptors to then get them filled. So that means it takes some time. У меня был нейробиолог, у меня был совместный стрим с нейробиологом про сознание. Там психорадикалы, нейробиолог были. Another thing my grandmother said. You remember, you know a man's in love with you when he commits. Could commitment have anything to do with this? To find that out, I found a study from the United States Air Force. The Air Force followed over 2,000 servicemen for more than a decade, taking various tests. One of the tests that they took was for testosterone. What they found is when a guy comes in and he's single, his testosterone is relatively... Одинокий парень, конечно же, не может никого любить. Если парень одинокий, то это значит, что он никого не любит, не находится в состоянии любви или влюбленности. Точно так же, как женатый человек, это обязательно человек, который любит свою супругу. Не бывает такого, что люди женаты друг на друге, но один из них не испытывает, по крайней мере, один из них не испытывает чувство любви к другому. Это вот, то есть брак, он строго говорит о наличии любви. А отсутствие брака, конечно же, говорит о том, что человек никого не любит. But as soon as he gets married, it drops. Remember what I told you about testosterone? It blocks the effects of oxytocin. Oxytocin is a bonding hormone. So it was kind of looking like it could have something to do with it. But it needed further clarification. Was it marriage or was it actually commitment? They did a study at Harvard University. Да, брак – это социальные отношения, которые включают в себя обязательства. В том числе, кстати, юридические обязательства. They took married men, single men, and men in committed relationships. They tested their testosterone. Но, типа, брак не равен любви. Никак. Можно состоять в браке и не любить. Или любить другого человека, с которым ты в браке не состоишь. Точно так же, как можно любить, при этом Эльфида, любить или там быть влюбленным и не состоять при этом в браке. Это вообще, ну, типа, разные вещи. Like the Air Force study, the men that were married, single, had high testosterone. Я уж не говорю про то, что уровень тестостерона зависит от кучи факторов. Уровень тестостерона зависит от генетики, от возраста, от физических нагрузок, от пола, понятно, да, он зависит. Если только о мужчинах говорим, то окей. От физических нагрузок, от состава пищи. Ну, типа, что человек ест, количество еды. От образа жизни зависит, ну, нагрузки, состав пищи. Уровень тестостерона зависит от многих факторов. Where the men that were married had lower testosterone. And here's the catch. The men that were single
or the men that were married and the men that were in committed relationships, the testosterone level didn't. Серьезные отношения. Какой критерий серьезных отношений? То есть вот исследование, да, научное, оно должно все содержать критерии для того, чтобы релевантный случай от нерелевантного отличить. Как проверить, являются отношения серьезными или нет? Какой критерий для этого может быть? Not differ. That means that the testosterone didn't drop when he got married, it dropped prior when he committed. So that means Ну да, брак серьезный, то есть в брак люди не вступают по фигне. То есть я знал, то есть вы никогда не встречали ситуацию, когда люди в 18 лет женятся и через несколько месяцев разводятся? Не сталкивались с таким, нет? Это я к тому, что брак обязательно серьезные отношения. Ну и опять же, хорошо, а если люди не расписаны, у них обязательно несерьезные отношения, что ли? Ну, то есть это тут все, что она говорит, оно выстроено на массе с очень слабых допущений, и тут вообще концептуально не прояснено, что она исследует. Где границы того феномена, который она исследует? Где вот он начинается, где он кончается? Критерий нужен, критерий. Grandmother looks like she was right. Women take a bigger risk and tend to fall in love when she has sex. And men tend to fall in love. Почему? Почему женщины больше рискуют? Опять же, где критерий, что человек взял на себя обязательства? Обязательства какие? Юридические? Или обязательства... Или обязательства, или обязательства моральные, вот тоже непонятно. Начали, что критерий серьезности отношений и длительность, ну, я думаю, что длительность, она важна, но не обязательно, ну, то есть, отношения могут быть серьезными, просто не очень понятно, что такое серьезные отношения, да, ну, то есть, обычно мы говорим, что если отношения продлились долго, то они серьезные, обычно мы так используем это слово. Я не думаю, что просто критерий, он существует. Уровень жертвенности, согласен, тоже. Ну, опять же, как его померить? Просто, опять же, уровень жертвенности, мы его можем понять, когда пара если это отношение двух людей, да, пара столкнулась с некоторой ситуацией критической, которая требует проявления жертвенности. Но не все пары сталкиваются с такими ситуациями. Если у вас не было ситуации, когда один из вас или оба должны чем-то пожертвовать друг ради друга, значит, они обязательно несерьезные? Нет, не значит. Может быть, вы готовы пожертвовать, просто вы еще этого не знаете. Никто этого еще неизвестно, потому что вы не были в такой ситуации. Commitment. So that confirms something for me that I always suspected. Not just that women tend to fall in love with sex and men with commitment. Something even more. Откуда это следует? Тут единственное, что верифицируемо, и то, что критерий, к чему можно, это секс. То есть к сексу окей, да, правда, я бы мог, конечно, начать придираться и я бы, конечно, мог начать придираться и говорить, хорошо, а если у людей был петинг, это считается, что у них был секс? А если у людей был оральный секс, это считается, что у них был секс? А если анальный, это считается, что был секс? Но окей, секс это из всего, что она говорит, это единственное, что можно критерий хоть какой-то подобрать, и то, как я только что показал, и то он проблематичен там достаточно. That is, my grandmother is brilliant. Отлично. Анна Фрай, математика любви, канал TED. Today I want to talk to you about the mathematics of love. Now, I think that we can all agree that mathematicians are famously excellent at finding love. But it's not just because of our dashing personalities.
superior conversational skills, and excellent pencil cases. It's also because we've actually done an awful lot of work into the maths of how to find the perfect partner. Now, in my favourite paper on the subject, which is entitled Why I Don't Have a Girlfriend, Peter Backus Статья по математике. tries to rate his chances of finding. Понял. Now, Peter's not a very greedy man. Of Сервер. all of the available women in the UK, all Peter's looking for is somebody who lives near him, somebody the right age range, somebody with a university degree, somebody who's likely to Ты get... можешь заказать на TED, если тебе нравится британский, если тебе интересна математика, закажи видео с... Ну, я его, правда, смотрел, но все равно можем посмотреть на стриме. TED Talks Kit Fine. Что такое числа? Kit Fine — это как бы один из топовейших современных метафизиков и философов математики. Вот. И он на TED рассказывал про числа. Причем очень легко, очень понятно, очень доступно. Вот. По философии математики. Вот. Можешь заказать. Well with, somebody who's likely to be attractive, somebody who's likely to find him attractive. And comes up with an estimate of 26 women in the whole of the UK. It's not looking very good, is it, Peter? Now, just to put that into perspective, that's about 400 times fewer than the best estimates for how many intelligent extraterrestrial life forms there are. А как он это оценил? And it also gives Peter a 1 in 285,000 chance of bumping into any one of these special ladies on a given night out. I like to think that's why mathematicians just don't really bother going on nights out anymore. But the thing is that I personally don't subscribe to such a pessimistic view, because I know, just as well as all you do, that love doesn't really work like that. Human emotion isn't neatly ordered and rational and easily predictable. But I also know that that doesn't mean that mathematics hasn't got something that it can offer us, because love, as with most of life, is full of patterns. And mathematics is ultimately all about the study of patterns. Patterns from predicting the weather to the fluctuations in the stock market, to the movement of the planets or the growth of cities. And if we're being honest, none of those things are exactly neatly ordered and easily predictable either. Because I believe that mathematics is so powerful that it has the potential to offer us a new way of looking at almost anything, even something as mysterious as love. And so, to try and persuade you of how totally amazing, excellent, and relevant mathematics is, I want to give you my top 3 mathematically verifiable tips for love. Okay? Okay, so top tip number 1, how to win at online dating. Okay, so my favourite online dating website is OkCupid, not least because it was started by a group of mathematicians. Now, because they're mathematicians, they have been collecting data on everybody who uses their site for almost a decade, and they've been trying to search for patterns in the way that we talk about ourselves and the way that we interact with each other on an online dating website. And they've come up with some seriously interesting findings. But my particular favourite is that it turns out that on an online dating website, how attractive you are does not dictate how popular you are. And actually, having people think that you're ugly can work to your advantage. Let me show you how this works. Okay, so in a thankfully voluntary section of OkCupid, you are allowed to rate how attractive you think people are on a scale between 1 and 5. Now, if we compare this score, the average score, to how many messages a selection of people receive, you can begin to get a sense of how attractiveness links to popularity on an online dating website. Now, so this is the graph that the OkCupid guys have come up with. And the important thing to notice is that it's not totally true that the more attractive you are, the more messages you get. But the question arises then, what is it about people... Ну, за 300 рублей спасибо. Here, who are so much more popular than people down here, even though they have the same score of attractiveness. And the reason why is that it's not just straightforward looks that are important. Okay, so let me try and illustrate their findings with an example. So if you take someone like Portia de Rossi, for example. Now, everybody agrees that Portia de Rossi is a very beautiful woman. Nobody thinks that she's ugly, but she's not a supermodel either. Ну, нет, дело не в том, что я охмурен, хотя она, безусловно, привлекательна. Я просто, здесь не с чем спорить пока. Seriously fabulous. And possibly one of the most beautiful creatures to have ever walked on the face of the earth. But some other people, i.e. most of the internet, seem to think she looks a bit like a horse. Не, ну мне как бы нечего сейчас комментировать, потому что, I'm watching you. Ну, если ты обратил, вот если бы ты чуть раньше пришел, ты увидел, что мы смотрели видео другое, тоже с TED, где я комментировал очень подробно, потому что мне было что сказать. Сейчас пока она, просто озвучивает какие-то, либо то, что я не могу опровергнуть, потому что я не шарю, либо то, с чем я согласен.
Now, I think that if you ask people how attractive they thought Sarah Jessica Parker or Portia Wessel were, and you ask them to give them a score between 1 and 5, I reckon they'd average out to have roughly the same score. But the way that people would vote would be very different. So Portia's scores would all be clustered around the 4 because everybody agrees on that she's very beautiful. Whereas Sarah Jessica Parker completely divides opinion. There'd be a huge spread in her scores. And actually, it's this spread that counts. It's this spread that makes you... Нет, дело не в скучном и интересном. Дело в том, что, ну, как бы, тебе может быть очень интересно, но такая, типа... Что комментирует там? Online internet dating website. So what that means then is that if some people think that you're attractive, you're actually better off having some other people think that you're a massive minger. That's much better than everybody just thinking that you're the cute girl next door. Now, I think this begins to make a bit more sense when you think in terms of the people who are sending these messages. Ну, а кто сказал... Ну, хорошо. А кто сказал, что ситуация, что вы милашка-соседка, она, ну, типа, часто встречает... Ну, типа, то есть, если человек просто привлекательный, то в этом обязательно все единогласно согласны. А если человек, типа, некоторые считают пиздец каким красивым, то многие считают, что кто-то обязательно считает, что он уродлив. Это обязательно так работает, да? То есть, это строгое правило, вот, логическое. So let's say that you think somebody's attractive, but you suspect that other people won't necessarily be that interested. That means there's less competition for you, and there's an extra incentive for you to get... Нет, неправильно. Если вы кого-то считаете привлекательным, но при этом считаете, что не все так считают, то у вас не будет меньше соперников. У вас будет меньше соперников, если независимо от вашего мнения, действительно людей, которые считают, что ваш объект, человек, которого вы считаете привлекательным, кроме вас, его мало кто считает привлекательным. Если это действительно так, тогда у вас по факту будет меньше соперников. Тут вопрос не в вашем мнении, а вопрос в количестве людей, которые считают по-другому. Whereas compare that to if you think somebody's attractive, but you suspect that everybody's going to think they're attractive. Oh, why would you bother humiliating yourself? Let's be honest. But here's where the really interesting part comes, because when people choose the pictures that they use in online dating websites, they often try and minimize the things that they think some people will find unattractive. So the classic example is people who are a little bit overweight. Да, мне заказывали видос про программистов-анальников. По-моему, не один. Deliberately choosing a very cropped photo. Or bald men, for example. Не одобряем фэтшейминг и болдшейминг. Deliberately choosing pictures where they're wearing hats. But actually, this is the opposite of what you should do if you want to be successful. You should really, instead, play up to whatever it is that makes you different. Да, лысина и жирнота, они очень сильно подчеркивают вашу уникальность. Так мало других лысых и толстых людей. Even if you think that some people will find it unattractive. Because the people who fancy you are just going to fancy you anyway, and the unimportant losers who don't, well, they only play up to your advantage. Okay, top tip number 2, now how to pick the perfect partner. So let's imagine then that you're a roaring success on the dating scene, but the question arises of how do you then convert that success into longer term happiness, and in particular, how do you decide when it's the right time to settle down? Now, generally, it's not advisable to just cash in and marry the first person who comes along and shows you any interest at all. But equally, you don't really want to leave it too long if you want to maximise your chance of long-term happiness. As my favourite author, Jane Austen, puts it, an unmarried woman of 7 and 20 can never hope to feel or inspire affection again. Yeah, thanks a lot, Jane. What do you know about love? But okay, so the question is then, how do you know when is the right time to settle down, given all the people that you can date in your lifetime? Now, thankfully, there's a rather delicious bit of mathematics that we can use to help us out here called optimal stopping theory. Okay, so let's imagine then that you start dating when you're 15, and ideally, you'd like to be married by the time that you're 35. And there's a number of people that you could potentially date across your lifetime, and they'll be at kind of varying levels of goodness. Now, the rules are that once you cash in and get married, you can't look ahead to see what you could have had. And equally, you can't go back and change your mind, in my experience at least. I find that typically people don't much like being recalled years after being passed up for somebody else. Just for me. Okay, so the math says then that what you should do, in the first 37% of your dating window, you should just reject everybody as serious marriage potential. And then you should pick the next person that comes along that is better than everybody that you've seen before. So here's the example. Now, if you do this, it can be mathematically proven, in fact, that this is the best possible way of maximizing your chances of finding... Математически доказать что? Что Джейн Остин была права? ...the perfect partner.
Now, unfortunately, I have to tell you that this method does come. Ну, есть риск, например, что Джейн Остин из головы просто это взяла. Ну, типа, не иначе, что это как просто мнение Джейн Остин. With some risks. For instance, imagine if your perfect partner appeared during your first 37%. Now, unfortunately, you have to reject them. Now, if you are following the maths, I'm afraid no one else comes along that's better than anyone you've seen before, so you have to go on rejecting everyone and die alone. Probably surrounded by cats, nibbling at your remains. Okay, another risk is, let's imagine instead that the first people that you dated in your first 37% are just incredibly dull, boring, terrible people. Now, that's okay because you're in your rejection phase, so that's fine, you can reject them. But then imagine the next person to come along is just marginally less boring, dull, and terrible than everybody that you've seen before. Now, if you are following the maths, I'm afraid you have to marry them and end up in a relationship which is frankly suboptimal. Sorry about that. But I do think that there's an opportunity here for Hallmark to cash in on to really cater for this market. A Valentine's Day card like this. My darling husbands, you are marginally less terrible than the first 37% of people I dated. Yeah. So it's actually more romantic than I normally manage. Okay, so this method doesn't give you a 100% success rate, but there's no other possible strategy that can do any better. And actually, in the wild, there are certain types of fish which follow and employ this exact strategy. So they reject every possible suitor that turns up in the first 37% of the mating season, and then they pick the next fish that comes along after that window that's, I don't know, bigger and burlier than all of the fish that they've seen before. Дороднее. Явно, что переводчица, там, по-моему, девушка, она большая любительница TED Talks, дороднее. I think that subconsciously, humans, or we do sort of do this anyway, so we give ourselves a little bit of time to... Донатер сказал, что можно 1:25 ускорить. Kind of play the field, get a feel for the marketplace or whatever when we're young, and then we only start looking seriously at potential marriage candidates once we hit our mid to late 20s. And I think this is conclusive proof, if ever it were needed, that everybody's brains are pre-wired to be just a little bit mathematical. Okay, so that was top tip number 2. Now top tip number 3, how to avoid divorce. Okay, so let's imagine then that you picked your perfect partner and you're settling into a lifelong relationship with them. Now, I like to think that everybody would ideally like to avoid divorce, apart from, I don't know, Piers Morgan's wife, maybe. But it's a sad fact of modern life that 1 in 2 marriages in the States end in divorce, with the rest of the world not being far behind. Now, you could be forgiven, perhaps, for thinking that the arguments that precede a marital breakup are not an ideal candidate for mathematical investigation. For one thing, it's very hard to know what you should be measuring or what you should be quantifying. But this didn't stop a psychologist. Так, Флогин Молли в первый раз слышу, Фиркин в первый раз слышу, Рамджекс слушал немного. John Gottman, who did exactly that. And Gottman observed hundreds of couples having a conversation and recorded, well, everything you can think of. So he recorded what was said in the conversation, he recorded their skin conductivity, he recorded their facial expressions, their heart rates, their blood pressure, basically everything apart from whether or not the wife was actually always right. Which incidentally she totally is. So, but what Gottman and his team found, was that one of the most important predictors for whether or not a couple were going to get divorced was how positive or negative each partner was being in the conversation. Now, couples that were very low risk scored a lot more positive. Интересно, что математик говорит, который там ссылался на математику, сейчас она апеллирует к таким смутным и размытым понятиям, как негативность и позитивность при разговоре. Наука. Positive points on Gottman's scale than negative, whereas bad relationships, by which I mean probably going to get divorced, they found themselves getting into a spiral of negativity. Now, just by using these very simple ideas, Gottman and his group were able to predict whether a given couple was going to get divorced with a 90% accuracy. But it wasn't until he teamed up with the mathematician James Murray that they really started to understand what causes these negativity spirals and how they occur. And the results that they found, I think, are just incredibly, impressively simple and interesting. Okay, so these equations, they predict how the wife or husband is going to respond in their next turn in the conversation, how positive or negative they're going to be. And these equations, they depend on the mood of the person when they're on their own, the mood of the person when they're with their partner, but most importantly, they depend on how much the husband and wife influence one another. Now, I think it's important to point out at this stage that these exact equations have also been shown to be perfectly able at describing what happens between two countries in an arms race.
So that an arguing couple spiraling into negativity and teetering on the brink of divorce is actually mathematically equivalent to the beginning of a nuclear war. But the really important term in this equation is the influence that people have on one another, and in particular, something called the negativity threshold. Now, the negativity threshold you can think of as how annoying the husband can be before the wife starts to get really pissed off, basically. Это достаточно ненаучным, это суфле. Ну, это не научно в смысле математики. Я в сравнении с математикой. Так-то все что угодно можно назвать научной. Просто дело в том, что к конфликту может все что угодно привести. Приводит ли что-то к конфликту или не приводит, это зависит от всех участников разговора. Да? Потому что для каждого человека свои триггеры, приводящие либо не приводящие к конфликту. And vice versa. Now, I always thought that good marriages were about compromise and understanding and allowing the person to have space to be themselves. So I would have thought that perhaps the most successful relationships were ones where there was a really high negativity threshold, where couples let things go and only brought things up if they really were a big deal. But actually, the mathematics and subsequent findings by the team have shown that the exact opposite is true. The best couples or the most successful couples are the ones with a really low negativity threshold. These are the couples that don't let anything go unnoticed and allow each other some room to complain. These are the couples that are continually trying to repair their own relationship, that have a much more positive outlook on their marriage. Couples that don't let things go, and couples that don't let trivial things end up being a really big deal. Now, of course, it takes a bit more than just a low negativity threshold and not compromising to have a successful relationship. But I think that it's quite interesting to know that there is really mathematical evidence to say that you should never let the sun go down on your anger. Okay, so those are my top 3 tips of how maths can help you with love and relationships. But I hope that aside from their use as tips, they also give you a little bit of insight into the power of mathematics. Because for me, equations and symbols aren't just a thing. They're a voice that speaks out about the incredible richness. Охуенно показала силу математики. Просто великолепно, блядь. Of nature, and the startling simplicity in the patterns that twist and turn and warp and evolve all around us, from how the world works to how we behave. And so I hope that perhaps for just a couple of you, a little bit of insight into the mathematics of love can persuade you to have a little bit more love for mathematics. Thank you. Охуительно.